Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры канала, читатели моей новой книги «Китайская власть». Над всей Россией установилась южно-китайская жара. Будем говорить о провинции Гуандун. И, наверное, вас так же, как и меня, удивляет, почему, если 1,5 месяца назад все СМИ шумели о блокаде Суэцкого канала, сейчас практически никто не говорит о блокаде порта Янтянь в провинции Гуандун, на который приходится 10,5% всего внешнекитайского торгового оборота, и блокада которого по последствиям в 2 раза сильнее, чем блокада Суэцкого канала. Ну и удивление, конечно, вызывает то, что именно в этой провинции случилась вспышка коронавируса, 3-я волна. По китайским меркам из-за нескольких пациентов до 10 человек заблокирован крупнейший город вообще в Китае по населению, вместе с мигрантами порядка 20 миллионов человек, город Гуанчжоу. Дунгуань сегодня присоединился, соседний с Гуанчжоу город, к этому локдауну. И город Шэньчжэнь, тоже 15 миллионов человек вместе с мигрантами. То есть заблокировано порядка 40 миллионов человек, 4 в Ухане. И по сравнению с блокадой провинции Хубэй, конечно, блокада самого развитого экономического региона в КНР носит куда больше экономические последствия для страны. Кроме этого, сейчас в этой экспортной провинции происходит пик производства, пик отгрузок. Именно на пик отгрузок пришелся вот этот локдаун и блокада логистическая. Кроме этого, добавляется еще и блэкауты, то есть выключение электричества. Электросети, провинция заявляют фабрикам, что электричества не хватает. Странным образом, в прошлые года всегда хватало. Энергетическая база Гуандуна очень развита. Это самая развитая провинция наряду с Шанхаем и Пекином. Сейчас вдруг блэкауты, фабрики останавливают. Некоторым фабрикам запрещают производить 3 дня из 7 дней в неделю. Фактически это производство становится нерентабельным. Надо содержать рабочих, надо оплачивать различные платежи, а работать не дают. И вот вишенкой на торте и перцу в жизни рядовых гуандунцев, их 110 миллионов человек, это самая населенная провинция Китая, самая крупная, с мигрантами, я думаю, там порядка 140 миллионов человек живет, как во всей России. Так вот, перца в жизни рядовых гуандунцев, кроме коронавируса, логистики и блэкаутов, добавляет сообщение о утечке радиоактивных элементов на АЭС Тайшань, 150 километрах от Гуандуна. Плотность населения провинции такова, что даже небольшая утечка, она очень сильно влияет на жизнь нескольких миллионов человек, которые живут в радиусе 5-6 километров от этой АЭС, не говоря уже о всех остальных более 100 миллионов населения этой провинции. Конечно, трудно передать словами, в каком неприятном состоянии, в каком плохом настроении находятся жители Гуандуна. Хотя, конечно, наверное, здесь усмешка неуместна. Настроения у гуандунцев близки к легкой панике. И, конечно, здесь уместно было бы вспомнить то, что именно эта провинция являлась основным театром для действия тогдашней, 18 лет назад, эпидемии SARS. И именно здесь начались события, которые привели к смене власти в 2002-2003 годах в Китайской Народной Республике. Тогдашним фоном для развития эпидемии SARS в Гуандуне, в Гонконге, тогда здесь это началось, а не в Ухане, являлся политический фон, это смена власти. Приходил к власти комсомольский генеральный секретарь Ху Цзиньтао. Он пришел к власти в середине ноября 2002 года. Об этом в книге очень подробно по фактически хронологии со сменой кадрового состава все это описано. Сразу же на следующий день после прихода его к власти начинается эпидемия SARS. Фоном для эпидемии тогда являлась борьба между Ху Цзиньтао и Цзян Цзиминем. Шанхайский генсек Цзян Цзиминь уступил комсомольцам пост генерального секретаря, председателя КНР, но не хотел отдавать контроль над армией. Эта коллизия, она сопровождалась именно началом эпидемии SARS и под воздействием внутреннего давления, международного давления, смены кадров на местах, то есть все руководство Гуандуна из близких к Цзян Цзиминю людей были заменены на комсомольцев.
соответственно, под внутренним давлением, под внешним давлением, Цзян Цзиминь отдал Ху Цзиньтао, комсомольскому генсеку, военную власть. Вот тогда САРС был впервые использован для того, чтобы провести политические изменения, и эти события они могли повториться в апреле 2020 года. Об этом есть подробно в книге, почему они не повторились. Началась вторая волна чисток. Все комсомольские вице-губернаторы, ответственные за вот эти мероприятия, были зачищены, убраны, отстранены от власти. Но сейчас вот происходит определенный реванш, возможно, и об этом будем, соответственно, говорить достаточно подробно в этом ролике. Ну а перед тем, как об этом говорить, напоминаю, что у нас уже почти 50 тысяч подписчиков этого канала. Я вам всем благодарен за вашу поддержку. Те, кто не подписался, подписывайтесь, рассказывайте своим друзьям в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, где вам удобно. Ставьте лайки для продвижения канала, комментируйте, пишите, что вы думаете по поводу пандемии, по поводу событий в Гуандуне. Рассказывайте друзьям и подписывайтесь на телеграм-канал, где новостей гораздо больше, картина более объемная и в более актуальном формате. Ну, наверное, начать стоит вновь к тому, что вернуться к порту Янтьен. Соленое поле. Я в течение 1,5 лет жил рядом с этим портом. Порт колоссальное впечатление производит, его величина, ничего подобного в России я не видел, тем более в Санкт-Петербурге. Просто чтобы вдоль порта проехать на скорости 80-100 км в час, по трассе уходит 20 минут. То есть порт производит впечатление бесконечного порта. Огромные терминалы, заполненные контейнером, гигантский порт, и его общий его оборот это 13 миллионов стандартных 20-футовых контейнеров. Ну и, соответственно, легко посчитать, что в годовом таком выражении 13 миллионов в месяц это больше 1 миллиона контейнеров. То есть глобально, если, например, через Суэц проходит каждый день 55 тысяч стандартных контейнеров, то каждый день Янтань Янтьен обрабатывает порядка 38 тысяч контейнеров. И вот такая вот задержка в течение месяца, это порядка 1 миллиона ТЭУ, 1 миллиона стандартных контейнеров. То есть 3 раза больше, чем то, что была задержка 6-дневная в Суэце. Минимум 3 раза больше. И, естественно, вот эта задержка, она придется на 1 июля, день столетия Компартии. Взрыв негативных настроений в Гуандуне. Отличный подарок, в кавычках, Си Цзиньпину к столетию с Компартии устроили гуандунские товарищи. Ну и не только они, разумеется. Конечно, очень подробно вот эта экономика провинции Гуандун, она разобрана в книге «Китайская власть». Очевидно, что Китай стоит рассматривать именно как 5 крупных макрорегионов. И вот провинция Гуандун со своим огромным населением – это крупный центр, сердце южно-китайского макрорегиона. И если вот мы берем отдельно статистику экономической провинции Китая, то Гуандун – это первая по величине экономика Китая. То есть это порядка 1,33 триллиона долларов. Это 11% от всего ВВП Китая. Ну и для сравнения, ВВП России это 1,5 триллиона долларов. То есть Гуандун это и есть по большому счету как целая экономика России. И вот она оказалась заблокирована. Сам Янтай, как я уже говорил, это порядка 10,5% всего оборота китайского. И, это не единственный, конечно, порт Гуандуна. Гуандун это крупный производственный центр, крупный торговый центр, крупный логистический. Но вот на Янтай приходится примерно треть. Еще есть другие порты Шикоу. В Шэньчжэне он поменьше. Портовой мощности в самом Гуанчжоу, на юге Гуанчжоу, в районе Наньша. В Чжуншане есть много очень достаточно портов, но Янтьен это крупнейший порт, он примыкает к Гонконгу и, если что, перенаправляет, участвует в распределении грузов, которые идут и на Гонконг в том числе. Конечно, если мы изучаем удар этой блокады, она будет длиться примерно от 2 недель до месяца, но я не исключаю вариант того, что мы видим, что случаи заражения в Шэньчжэне фиксируются. Вчера был случай, сегодня был случай. Если эти заражения будут продолжаться, а они будут продолжаться, это специфика жизни провинции Гуандун, жаркий влажный климат,
как раз вот все вот эти эпидемии там летом развиваются, все неприятные, все эти лихорадки и так далее, это будет продолжаться месяц или два, то это будет, во-первых, в первую очередь очень мощный удар по непосредственно производству самому в провинции Гуандун. Мы понимаем, что это провинция частных предпринимателей, мелкий, средний бизнес он процветает в Гуандуне, самый развитый он именно в Гуандуне, именно заказы с Запада составляют основу жизни Гуандуна, ну, не только Западной, Юго-Восточной Азии, других стран, Африка и так далее. Тем не менее, если у вас происходит блокада порта, вы не можете его отгрузить. Другие порты, кстати говоря, тоже, скажем так, засоряются, они блокируются из-за перераспределенных грузов, которые перераспределяют с порта Янтхе в другие, соответственно, порты. И вы понимаете, что у вас не будет сейчас в ближайшее время отгрузок. Учитывать также, что мы знаем, что в Китае такая же мощная инфляция на материалы, как и в России, как и в Соединенных Штатах. И просто вы понимаете, что если вы производитель провинции Гуандун, что вам просто легче закрыть производство и на эти деньги купить квартиру в Шэньчжэне или вложить ее в биткоин, валюту и так далее. То есть это очень мощный удар по предпринимателям провинции Гуандун. Они надеялись, что ограничения 2020 года – это окончательные ограничения. То есть, действительно были в воздухе витали такие рассуждения, что если будет вторая волна, то есть просто можно закрываться и все, и больше никогда не начинать производство. Первую волну пережили, какое-то время потеряли, нашли дополнительные резервы, возобновили производство, получили субсидиарную поддержку, какие-то кредитную поддержку, налоговую. Сейчас, после вот этого коллапса, многие просто не захотят открывать свои производства снова. Особенно учитывая то, что монетарная поддержка властей прекратилась. Снова перестали действовать налоговые каникулы, льготы кредитные, заморозка выплат по процентам по кредитам, субсидии предприятиям тоже Центральный банк прекращает. Мы все понимаем, что вот это, хотя это так не освещается, шума вокруг этого никто не делает, как во время первой волны, но мы понимаем, что это вот мощный удар, который сейчас будет нанесен по всему среднему, малому и среднему бизнесу провинции Гуандун. Второй удар – это непосредственно, не в последнюю очередь, по числу занятых, это логистическая сфера провинции Гуандун. Сотрудники, соответственно, перевозчики, сотрудники портов, сотрудники автотранспорта, железнодорожного транспорта, других видов транспорта, они испытывают сильный удар. Кроме того, что вот и так уже цена перевозки возросла, внимание, в 7-8 раз за год. Если раньше вы за контейнер платили $800, 900 тысяч, сейчас платите $10 тысяч из Шанхая, если он идет в Роттердам, да. Сейчас вот эта вся цена, она ударила уже по логистам. То есть многие стали отказываться от заказа. А сейчас еще и закрытие порта, это снова повышает цену, снова бьет по логистам очень сильно. И самое главное, что вот мы часто в своих роликах обсуждали, что США будет действовать с Китаем стереотипно. Вначале объявит морскую блокаду, потом нефтяной эмбарго, потом нанесет военный удар. То есть вот здесь на самом деле что происходит? Происходит де-факто морская блокада Китая. К чему, собственно говоря, Си Цзиньпин готовился, создавая свой один пояс, один путь. Честно говоря, не очень удачно, хотя многое создано, многое сделано. Но пока полностью инфраструктуры одного пояса, одного пути не хватает, чтобы справиться вот с такими вызовами, коллизиями, которые происходят в портах Шэньчжэня и так далее. Я не исключаю, что это не единственный порт, который будет затронут такими ограничениями. То есть фактически в отношении Китая введена морская блокада. И товары, которые можно было бы перевозить для того, чтобы в том числе в Европу, где конкурировать с американскими товарами и так далее, они все стали неконкурентными. Потому что если мы говорим о легкой промышленности, в ней цена логистики, она ключевая. Особенно если она в 10 раз повышается, товары становятся просто неконкурентные американским или европейским товарам. Конечно, это мощный удар. И по большому счету вот эта морская блокада Китая, фактическая, да, мы не говорим о том, что и у нее есть организаторы, это же все совпадение, разумеется. Есть те, кто координирует и управляет этой блокадой, таких людей нету, но это фактически морская блокада Китая. И это только начало, это проба сил, потому что завтра мы понимаем, что такой же коронавирус может один человек где-нибудь, грузчик, заболеть, значит, в порте Нинбо под Шанхаем, один человек в порте Тиньцзинь, один человек в порте Циндао, и весь Китай остановится.
при желании. При желании морских властей, таможенных, санитарных органов, они могут привести Китай к коллапсу китайской экономики. Это ультиматум Запада в отношении Китая. Ну, разумеется, после такой морской блокады, если Китай ее выдержит, конечно, будет введена углеводородная блокада. Каким образом уж она будет введена, это одному Богу известно. И, возможно, Пентагону, может быть, будут топить нефтяные танкеры, которые идут в Китай и так далее. Но пока об этом говорить рано, пока речь идет только о морской блокаде Китая. Интересно другое последствие, что именно под воздействием блокировки порта Инхен ФРС провело совещание, Федеральная резервная система США, и именно фактор блокады китайских портов оказал влияние на то, что ФРС повысила прогноз по инфляции. То есть для американских властей, центральных монетарных властей, ситуация в Гуандуне сыграла одну из решающих ролей для того, чтобы больше повысить свои опасения по инфляции и уменьшить материальные, монетарные стимулы в отношении собственной экономики и, соответственно, указать на то, что предложение не поспевает за спросом, указать на то, что вот, дескать, инфляция, она растет из-за проблем логистов и так далее, а не из-за того, что экономика наполнена деньгами. То есть в дальнейшем мы понимаем, что, возможно, Китай также делают виновником того, что в США растет инфляция, что, вот, дескать, производство не успевает удовлетворять спрос, возникает дефицит товаров из-за того, что их не доставляют, а не потому, что экономика залита деньгами, и то, что просто раньше стоило $1, стало стоить 2 из-за того, что долларов стало слишком много. То есть, видите, Китай опять вновь используют для того, чтобы доказать какие-то процессы, которые вообще с ним не связаны и, соответственно, происходят в Соединенных Штатах. Эта ситуация напоминает структурную ситуацию перед началом самой пандемии, когда спрос на китайские товары упал в самом Китае. Это означает, что сам спрос в Китае упал, упала выручка долларовая от экспорта в Соединенные Штаты, упало потребление в Соединенных Штатах. Это косвенный показатель того, что падает потребление. И обосновали потом в дальнейшем максимально тем, что произошел коронавирус, ну поэтому вот не потребляли. Они потому что, в принципе, уже спрос упал. Тоже об этом подробно есть в книге, что процессы негативные в мировой экономике, они произошли буквально за месяц, за полтора до масштабной пандемии, до вот этого всего карантина, который якобы обосновал снижение спроса, что вот люди не ходят в магазины, не покупают, поэтому спрос упал, и вот это вот ударило по экономике. На самом деле все происходило ровным счетом наоборот. Сейчас попытаются обвинить Китай, ну, естественно, никто не будет там искать директора порта Интянь, обвинять непосредственно Си Цзиньпина в том, что он вот сорвал мировое предложение, не дает, значит, нормально победить пандемию в Китае, блокирует порты и так далее. Из-за этого растет инфляция, и в этом виноват опять Китай. И в очередной какой-то проблеме мировой экономики тоже снова сделают виноватым китайцев, хотя они являются просто следствием от проблем американской экономики. Но мы понимаем, что инфляция мировая растет из-за того, что напечатано было несколько триллионов долларов дополнительных, больше, чем обычно, и они просто спровоцировали рост мировой инфляции. Тем не менее, еще одним из важных последствий блокировки гуандунской системы, портовой системы, является также снижение уровня жизни и, возможно, протестное настроение среди обслуживающего персонала портов. Это огромная инфраструктура, десятки тысяч человек. И если мы вспомним, кто был наиболее активной и радикально настроенной частью гонконгских протестов, то это грузчики, разорившиеся грузчики гонконгских портов. То есть из них была основная масса, дети в семьях грузчиков и так далее. То есть вот это такой рабочий персонал в большом количестве, тот самый настоящий пролетариат, которому нечего терять, кроме собственных цепей. Вот они стали основными радикальными элементами столкновений с гонконгской полицией. Вот здесь то же самое. Грузчики находятся на грани выживания из-за закрытия портов. Многие будут увольнять, сокращать, особенно если это будет коллапс, не продлится больше месяца. То есть это тоже вот повышение риска в социально-политической сфере.
и повышение рисков определенных, в том числе и политических выступлений, потому что мы понимаем, что с Гуандуном рядом находится Гонконг, центр, несмотря на то, что его сейчас закручивают гайки, все равно центр политической оппозиции, сопротивления и так далее. И на Гуандун это все очень сильно влияет. И, конечно, то, что вот сейчас я только что об этом говорил, обоснование сбоя в мировой экономике именно тем, что есть сбой в мировых поставках, опять свалить все на Китай, на Си Цзиньпина, сделать из него, значит, из Китая империю зла. Вот эти вот сбои в поставках очень сильно помогут. По данным американцев, некоторые сети в США говорят своим покупателям о том, что задержки в поставках могут составлять 10 месяцев. То есть уже сети знают о том, что эта информация с специализированных порталов логистических. То есть сети уже знают о том, что блокада будет долгая и что задержки в поставках китайских товаров будет 10 месяцев. То есть, если даже вам выдали на деньги ваши вертолетные, на руки вертолетные деньги, раздали просто так деньги, как это делают Соединенные Штаты, просто будет не на что их потратить. И вы вынуждены будете на них покупать финансовые инструменты. То есть, возможно, это вот эту вот реку из денег канализируют опять для того, чтобы она была направлена на биржи, а не в потребительский сектор. То есть задержки по поставкам, по информации американских сетей, будут составлять 10 месяцев. Это очень большой срок. И, конечно, то, что сейчас мы понимаем, что пик производства происходит на 3-4 квартал, и то, что сейчас, если китайцы не смогут заработать на производстве, многие предприятия, у них выключают электроэнергию, у них кошмарят сезонных внутренних трудовых мигрантов тестами на ковид, им задерживают, соответственно, логистику, заказы им будут отменять, сейчас будут просто отменять заказы зарубежные поставщики, и кроме этого всего идет инфляция внутренняя на китайском рынке, на металлы, на все что угодно идет инфляция. Это более чем достаточно, это избыточный фактор для того, чтобы все производства просто массово бы сейчас начали бы закрываться. Я не удивлюсь, если такая волна закрытия производств прокатится по Гуандуну. Что такое волна закрытия производств? Ну, фабрики просто выпускают рабочих на улицу. Многие, кстати, будут из них с невыплаченными зарплатами, потому что часто зарплаты задерживают до конца года. Может быть, что-то им за квартал заплатили, но как минимум люди просто останутся без работы, а многие еще и без средств к существованию. И вот это все реально создает очень сильные предпосылки для социальных вначале, а потом и политических волнений в провинции Гуандун, опять же, перенаселенной, измученной ковидом и заявлениями о всяких авариях на атомных электростанциях. И я напомню, что когда вот эта вот социально-экономическая, социально-политическая ситуация ухудшалась в Китае в марте-апреле, в марте китайцы вот возмущенные, именно разоренные предприниматели, вот этот мелкий, средний микробизнес, лавки, маленькие производства и так далее, они уже штурмовали целый город Чжучжоу, провинцию Хунань, 4-миллионник. Просто пришли к городской администрации и начали ее штурмовать, ломать ворота и так далее. Вот то же самое может начаться именно сейчас в Гуандуне. Уже без того, что монетарных стимулов поддержки нету, всех замучили коронавирусом, всех замучили инфляцией, никакого будущего никто не видит, массовое закрытие производств. И уже сейчас Китай невозможно удержать от такой ситуации. Поэтому ролик вот так и называется, выбрана такая обложка. Ситуация, при том, что она никак не освещается в СМИ, очень критическая, именно в провинции Гуандун в первую очередь. Ну, конечно, отдельно стоит рассказать про аварию на АЭС Тайшань. Это одна из самых старых. Ну, Даявань, наверное, самая старая, а Тайшань поновее. Но очень важно, почему вот это АЭС, почему важно обратить на это внимание, почему гуандунцы к этому очень критически относятся. Вообще Гуандун в целом это провинция с очень большой долей неуглеводородной энергетики. То есть порядка 33% потребления электроэнергии производится атомной, ветровой и гидроэлектроэнергетикой. И атомная значительную долю занимает. То есть в провинции порядка 3
атомных электростанций, еще, скорее всего, где-то 5-6 в стройке или в проектировании. Поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь. То есть это огромный атомная энергетика, огромную роль играет вообще в энергетике Гуандуна. То есть у людей, которые живут вокруг этих атомных станций, у них, конечно, создается очень неприятные панические состояния. Тем более китайцы, они вообще склонны не особо верить в заявления властей. Они очень пугливы, назовем вещи своими именами, и, конечно, это может провоцировать очень серьезные панические настроения и недоверие к власти, потому что если власть не может контролировать экологическую повестку на фоне вот того, что я уже описал, это будет крайне неприятно, мы будем следить дальше за ситуацией, как это все развивалось. И опять же вернусь к тому, что протесты уже были в Гуандуне, уже по Гуанчжоу ходили демонстранты с плакатами с требованием, значит, понизить арендную плату. Так обычно начинается с экономического протеста, он перетекает в социальный, потом в политический. Это уже было, это было несколько крупных акций по Гуандуну, по Гуанчжоу. Сейчас фактически у власти исчерпаны элементы поддержки. Конечно, власть может пойти на совершенно разные элементы поддержки населения, у них всегда очень много разных запасных козырей в рукаве и так далее, но, конечно, ситуация гораздо хуже, чем в начале 2020 года. Монетарные стимулы исчерпаны, население фактически нечем поддерживать, и именно Гуандун, в отличие от Хубэя, Гуандун куда более развит микро и малый и средний бизнес. Это более, скажем так, провинция синего пояса, более такая капиталистически ориентированная, больше собственников, меньше госучастия в этом во всем. Конечно, провинция находится на грани очень неприятных событий именно на столетие КПК 1 июля. И очень важно отметить, что после того, как Си Цзиньпин пришел к власти, он заменил комсомольское руководство провинции своими выдвиженцами. Главой обкома стал Ли Си, никакого отношения к комсомолу не имеет. Главой, губернатором города стал Ма Синьчжуэй, это земляк, почти полный земляк с того же уезда, с того же района, что и супруга Си Цзиньпина Пэн Лиюань. Это все северяне, это вообще не гуандунцы, не комсомольцы. Они контролируют Гуандун, они осуществляют там политику Си Цзиньпина. И, конечно, они основные претенденты на занятие еще больших высоких постов перед 20-м съездом, который произойдет в 2022 году. То есть сейчас решается будущее, в том числе займет ли выдвиженец Си Цзиньпина Ли Си будущий пост в руководстве. Мы напомним вам, что предыдущий руководитель Гуандуна – это первый секретарь Всекитайского комсомола, то есть китайской организации комсомола Ху Чуньхуа, преемник Си Цзиньпина от комсомола, которого сейчас не пускают к власти. Он руководил Гуандуном перед тем, как стать вице-премьером, членом Политбюро. Вот сейчас Ли Си тоже может стать вице-премьером или занять какую-то более крупную должность, спикера парламента и так далее. То есть Гуандун наряду с Шанхаем является крупной политической площадкой. И вот это вот события, которые сейчас происходят в Гуандуне, они могут поломать вот эту ситуацию или, учитывая весь хаос, который сейчас творится внутри Китая и за его пределами, вообще дестабилизировать ситуацию в Китае. Первую волну, как я уже говорил, Си Цзиньпин подавил, об этом посвящена целая статья, и можно сказать, что вообще 1/3 книги про то, как Си Цзиньпин боролся с этой комсомольской оппозицией проамериканской во время первой волны, которая, по большому счету, все лидеры комсомола стояли за локдаунами и дестабилизацией социально-политической ситуации. Об этом есть поддельный ролик. Почему в Китае резко с июля 2020 года перестала регистрироваться статистика по ковиду, и страна вылечилась буквально сразу же после того, как чистки завершились в отношении комсомольских лидеров. Это так и произошло. Ссылка будет в конце ролика. Есть отдельная статья «Искусство борьбы с демократической оппозицией». Отдельно написано о том, как, соответственно, в Китае чуть ли не появился свой Джордж Флойд. Это доктор Ли Вэньлян. Его культ пытались развивать соответствующие организации. Это все было подавлено. Как были всплески, соответственно, недовольства, как сняли порядка 10 вице-губернаторов, кажется, 7 или 8 из которых были комсомольскими бывшими руководителями, то есть реально по комсомольским кадрам был нанесен мощный удар. Им продолжается, кстати, удар, но и как менялась вообще повестка по мере прихода Байдена к власти. То есть очередная вспышка, вроде бы уже ковида никакого нет, нулевая статистика на 1,4 миллиарда населения.
передача власти от Трампа Байдена, первая вспышка ковида. Сейчас новая вспышка ковида по мере роста напряжения в отношениях между Байденом и Си Цзиньпином, попыткой Байдена спровоцировать продемократическую, проамериканскую, системную, находящуюся внутри власти оппозицию Си Цзиньпину, попытка остановить его от действий по возвращению Тайваня. Вот это сейчас новый раунд, и он знаменуется этими колоссальными проблемами в провинции Гуандун, на которой, еще раз повторюсь, приходится 110 миллионов населения Китая, и которого кошмарит со всех сторон. Что только еще может произойти, неизвестно. Ну, наверное, еще период дождей добавляет к жизни Гуандуна неприятности, его заливает так же, как весь остальной Китай. И причем заливает посерьезнее, чем в Крыму. В Крыму обычно так, как заливает в Крыму, Китай заливает каждый год, и все уже научились с этим справляться. Спасибо большое, что прослушали весь этот ролик. Надеюсь, он был вам интересный. Что вы думаете по этому поводу? Справится ли Си Цзиньпин с этой третьей волной в Гуандуне? Что есть возможно противопоставить Си Цзиньпину в этом во всем? Подписывайтесь на канал, если не подписались. Ставьте лайки, пишите комментарии. Чем больше, тем лучше. Рассказывайте в социальных сетях, в Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте, Одноклассниках, где вам только захочется. Также хочу сказать, что второй тираж книги заканчивается. У нас осталось несколько экземпляров, а новый тираж мы, наверное, напечатаем не скоро, потому что это займет определенное время. Мы сейчас готовим, во-первых, электронную версию. Осталось пару недель для того, чтобы мы ее полностью запустили. Ну, к указанному сроку, к 1 июля. Опять же, не подгадывали к этой дате, случайно получилось. Не к столетию мы Компартии запускаем свою электронную версию, но постараемся максимально сделать текст, выложить в электронном виде к 1 июля. Работа над электронной версией займет определенное время. Работа над правками, многочисленные дополнения, обновления в тексте книги тоже займет время. И я думаю, что в ближайший месяц, 1,5-2 книгу будет трудно достать. Поэтому, если не успели купить, хотите купить, покупайте либо по ссылке внизу с подписью меня, автора, либо на Озоне, Wildberries или где вам удобно. Потом книга закончится на определенный период времени, будет только предзаказ. Также хочу сделать небольшое объявление. Все, кто владеет китайским языком, работает в сфере взаимодействия с Китаем, закупки, логистика, другие сферы. Мне нужны помощники для различных проектов в бизнесе и других сферах. Если это кого-то заинтересовало, пишите на почту vavilov.kniga@gmail.com. Ваше присылайте свое резюме и тема письма, сообщения, сотрудничества. Ну, естественно, я буду рассматривать резюме только у людей, у которых уже есть опыт работы какой-то минимальный и китайский язык, который выучен не на курсах. Кроме этого, мы записываем аудиокнигу, действует предпродажа. Для спонсоров второго уровня и выше есть доступ к уже записанным главам аудиокниги. Мы их потихонечку добавляем по мере сил. Электронная версия, как я уже сказал, допиливается. Оказалось, не так это все просто, как казалось на первый взгляд. Тем не менее, все будет более-менее в срок. Спасибо вам, что так долго ждали электронную версию. Еще раз спасибо большое. Подписывайтесь. Будем оставаться с вами на связи. Спасибо.